never find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Па-па-пау! Всем привет, ребят, меня зовут Владимир, вы на канале Иновский, и сегодня здесь будет морской ветер, поэтому ты шапочку надевай, там этот самый спасательный жилетик на всякий случай тоже надевай. Не знаю, чем это все закончится сегодня для нас, для всех, но возможно некоторыми сокровищами, а возможно и некоторыми тентаклевскими шлепаниями по попам. Да, есть такое. Слышал ли ты про эту игру или нет? Я не знаю, но я услышал буквально недавно о ней. Называется она Дрейдж, вроде как, или Дридж, да? Что дословно переводится как драка. Я-то думал, драка это файт или что-то типа того. Что мониторинг прям не хочет сегодня работать, захватывать. Значит, дорогие мои чатеры, Ега, Владислав, Крицкибок, естественно, Мема и Рома, привет. Скажите мне, что по звуку вообще? Косимус, привет. Ненадолго, понятно. Ну, надолго. Пришел, уже победитель, уже спасибо большое, уже очень приятно, здорово и классно. Лайкосик ставь, не забывать. Не забывать ставь. Можно потише? Владимира нормально слышно? Норм? Точно? Ладно, давай. Давай так тогда и оставим. Мне нормально. Музыку можно... Музыку надо потише. Надо тоже, да, я так думаю. Что-то мне тоже так показалось немного. Ну давай общую громкость сделаем тогда чуть-чуть вот так вот на 10, наверное, процентов, да? О, да. Ну давай, ладно, на 15. Где-то как-то так, да? Есть такое? Будем строить здесь сегодня вот это вот все и вебку тоже, потому что я саму игру ни разу не запускал. Вот она здесь, вот она, первый взгляд, и сразу же тебе на стрим. Настройки понастраивал. В принципе, все понятно мне по настройкам. Кто я? Куда я плыву? Я знаю, что я буду рыбак. Я Владимир Рыбак своего рода. Объявление: требуется рыбак. Блин, я думал, здесь не придется читать, но, видимо, придется. Стендов, не знаю, не планировал стендов. Требуется рыбак. Я рыбак. Я поплыл. Я поплыл, и кажется, я приплыл. Кажется, я не очень хороший рыбак. Кажется, я не заметил маяк. Что ж я за рыбак, когда я не заметил маяк? Ситуация? Ситуация непростая. Сейчас посмотрим. Вроде как здесь про сюжет, вроде как здесь про рыбу и про рыбака. Утренний свет слепил нам глаза, и мы пытались сесть. Мы лежим на холодном суровом причале, где потеряли сознание прошлой ночью. Получается, вот так. Вот. Куда-то мы плыли, куда-то мы приплыли. Низкорослый мужчина громким голосом отдает приказ рабочим, которые сходят с корабля поблизости. Наконец-то он вас замечает. Какой-то мужик в треугольных пикселях нас заметил. Это мэр. Добро пожаловать в Большую Соль. Вижу, ты уже ознакомился с острыми скалами нашей бухты. Почему острые скалы подчеркнуты? Ладно, окей. Ты что, не заметил маяк? Он же светил прямо на тебя. Ну ладно. Что ж, наш новый рыбак жив и практически здоров. И, кстати, видимо, он не очень хорош, раз не справляется с такими преградами, как маяк и скалы. Твоей лодке здорово досталось, и я попросил местных перевести твои вещи на одном из наших старых судов. Но об этом поговорим попозже. Сейчас лучше освоиться. Пока светло, поймай много рыбы. Посмотрим, умеешь ли ты хотя бы ловить, раз уж плавать не очень хорошо умеешь. И на всякий случай напомню тебе, что нужно вернуться до заката, пока не пришел туман. Не забывай поглядывать на часы. Туман штука такая, подкрадется и не заметишь. Так, окей, тебе пока ничего вебка не преграждает. Ты можешь все видеть. У меня там таб, а таб это, собственно, наше все, да? Ага, это составные части нашей лодки. Небольшой двигатель, 2 слота, и удочка, 2 слота. Каюта. В каюте никого.
Новое начало. Так, это типа квест, да? Встретил мэра Большой Соли. Он предложил мне порыбачить и заодно приноровиться к кораблю. Вроде бы неплохой человек, но предупредил, чтобы я вернулся до темноты. Какой-то тут у них туман не такой. Нагнал страху. Говорят, что что-то здесь похоже на вселенную, где Ктулху живет. Вот. Собственно, в каюте у нас... Ага. Вот это вот все. Островок, то есть карта, энциклопедия. Видимо, с рыбами, да? О, май. Так, ну то есть, что открыть здесь будет? Есть такое дело? Это своего рода кот идет рыбачить. Только не кот, но рыбачить. 0 из 30 рыб мы обнаружили, кстати говоря. Да? Ага. Все это будем ловить. Груз будет складываться сюда. На мои бомжарские суда. Поплыли. Перемещайтесь с помощью ВСД, это понятно. Дальше что? Возвращайте камеру мышью, регулируйте высоту с помощью колеса, да? А я что-то не могу пока колесом ничего делать. Ловить на F. Ловить рыбу. А, понял. Это довольно сложно. Нет, не сложно. Так, окей, что, я что-то поймал? А, все, я складываю. Окей. А могу я еще что-нибудь? Есть же здесь что-то еще? Вон, куча рыбы всякой разной. Мы поймали какого-то обыкновенного лосося. А что за маяк? А что за вопрос? Плавучий буй служит ориентиром для безопасного прохода среди скал и других преград. Ну, класс. Его тусклое свечение также позволит вам на секунду выдохнуть в пугающем ночи мраке. Окей. Ага, то есть ночью у нас будет все-таки какой-то свет здесь, ну, типа защищать, да? Так, а это какая рыба? Что? Мелководье? У вас нет оборудования для этого места? А, у нас, подожди, у нас какая? А, у нас прибрежная. О, у нас удочка только на прибрежную рыбу. Так, это тоже, получается, тоже мелководье. Или не? А, это прибрежная. Все, я ловлю. Оп. Я поймал треску. Так, а что по цене? Вообще есть цена же, да? Так, ну размер такой себе. Свежая. Ага. Ага. Я вижу, что треска подороже будет. Наверное. Она потяжелее, она посытнее. А ее можно... О, можно вращать. Отлично. Так, подожди, ну я тогда, наверное, лучше вот так поставлю. Да, а сюда войдет еще две вот те маленькие. Ну-кась. На что я способен? Так, это я не могу ловить. Это уже мелководье, очевидно. Так, а у нас, кстати, знаю я, что время здесь идет только во время движения, либо во время рыбалки. Если ты останавливаешься, то время останавливается тоже. Так, а что, энциклопедия? Ага. Ага, то есть цена пока неизвестна, потому что мы их пока не продавали. Как только продадим, так сразу же все и узнаем. Хорош. Так, время идет... А, ну вот, спасибо. Ага. Добрый день, как говорится. Но далеко желательно, конечно, не уплывать. А иначе мы просто не успеем вернуться. Ну давай вот... Ага, это уже, видимо, мелководье. Но-кась. А это я могу? О. Так, это что за рыба? А, ну хорош. Понеслась. Пяу, шпяу. Ага, ну таких тоже надо как бы. Чтобы плотненько забить трюм свой. Так, а здесь, получается, вот это не войдет. То есть нужно еще 3, может быть. А, не. Это будет вот так, это так. 2, можно 2. Так, Resident Evil какой-то. Рыбоський. Так это получается... Это получается не это самое. А, в смысле? Запасы истощены? О, здесь можно месторождение выловить полностью. Я тебя понял. Это что такое? От этого судна осталось лишь старый деревянный остров. Вы подплываете чуть ближе. Заглянуть внутрь? Ну, конечно же, да. О, причудливая деталь можно пустить на разработку нового оборудования, но для этого нужно сначала исследовать ее в порту. Не в пособии, конечно, я беру. А это что, драгоценность? О,
Топазное кольцо. Я беру. Так, а что оно? Так, ну можно продать. Это что? Старая железная цепь. Кого-то может показаться мусором, но сделана из хорошего металла. На такой можно найти покупателя. Отлично. Так, подожди, я могу вот это вот как-то вот так сюда? О, доски тоже нужны. Доски могут пригодиться. Ничего себе, я думал, мы будем только рыбу складывать. Ладно, поехали. Я бы сильно не плыл бы далеко, уже как бы вечереет. Плюс ко всему. А может, да? О. Сенса побыстрее пошла. Уже как бы вечер, я бы валил отсюда. А то мне что-то как-то сыкотно. Знаете ли. А что на Е? О, на Е селектор. Лампы, подзорная труба, сирена. Так, ну мне это не надо, я пока не шарю. Подожди, а где был? А, вот тут. Ага. Ну тут земля довольно близко со всех сторон. Это что еще такое? А, это маяк, об который мы врезались. Над вами возвышается маяк. И волны одна за другой быстро бьются об коварные скалы под ними. Понятно. Попади туда кто-то живой, человек или зверь какой, и волны выкинут их их хрупкие изломанные тела к ногам этой огромной башни. Ну, собственно, со мной это и случилось, судя по всему. Правда? Правда же? Какая в ней все-таки таится сила в этой массивной каменной колонне, на плечах которой ответственность за бесчисленные жизни? Сколько еще она простоит, сколько времени и сколько... Скоро ли время и ветер превратят ее руины и лишат предназначения? Над вами возвышается маяк. Спасибо. Это спасибо, конечно. А, лампа включается на правую кнопку. Окей. Да, блин, рыба исчезла. А эту я уже не могу, да, поймать? Это как, походу, какая-то ночная, скорее всего. Так, уже становится сцикотно. А, о, я могу. Нифа, тут разные механики. Ловли всяких разных кальмаров. Так, подожди, я могу еще вот так, наверное, замутить. Тут же много еще. Пойдет. О, какой-то эпический. Пойдет. Чик, тык. Давай вот так. Так, ну это мы хорошо. Это мы хорошо зашли. Правильно? И запасы истощены. Так, у меня начинается паника, судя по всему, да? Я смотрю, у нашего персонажа вон там какой-то глазик появился. Тебе его видно? Тебе его видно. И очевидно, мне становится страшно. А я бы не хотел. Я паркуюсь. Вы спускаетесь на причал Большой Соли. Мэр уже вас ждет. А, вижу, море тебя поощрило хорошо. Прежде чем ты отправишься в город, надо решить вопрос с кораблем. Как я уже говорил, твоей старой лодке здорово досталось, и она не подлежит ремонту. Однако я не против продать тебе выданное нами судно, будешь его хозяином. Понимаю, у тебя сейчас туго с деньгами, поэтому оформим это как суду. Не волнуйся, я не хочу усложнять тебе жизнь. Ты и так битый об скалы. Пока не выплатишь долг, я буду забирать у тебя малую часть выручки от проданной рыбы. Небольшой процент будет идти на улучшение города. Словом, тебе нужно будет только продавать рыбу для местного рынка, чтобы выплатить долг и накормить жителей. Все понятно? Так, продавать рыбу я... Так, продавать рыбу я буду... Все ясно? Где можно продать рыбу? Где можно продать рыбу? Наш местный торговец с рыбой будет оценивать ваш улов. Его лавка открыта круглые сутки. Динар, привет. Мы здесь за рыбака, значится. Об скалы разбились. Вот этот мэр нас такой у берега нашел. Говорит, давай, Владимир, ты рыбу лови, мы тебе корабль дадим, будешь местным рыбаком. Ты у нас, кстати, один, мы чуть не помираем тут, видимо. Не знаю, если я один, кто их кормил все это время. Что ж, ступай. Улов, как говорится, продай улов, пока он не стух. Ага, кстати, у улова есть свежесть, поэтому... А вот у этого дяди уже, походу, свежесть-то уже на исходе. Вы заходите в грязную лачугу на окраине рынка. В нос ударяет знакомый запах рыбы. Согнувшийся над прилавком стоит... Над согнувшимся над прилавком мужчиной снуют мухи. То есть наш новый рыбак, значит. Быстро они нашли замену. Что случилось в предыдущем? А, как тебя зовут? Не, подожди, что случилось в предыдущем? Он, скажем так, чтобы тут выжить, нужен определенный склад характера. Такая жизнь не для всех. Ладно, к делу. Я плачу за рыбу.
И чем она крупнее, тем больше денег ты получишь. И да, некоторые виды стоят дороже. Так все-таки по килограммам мы ее сортируем. Есть такое? На других островах другие цены. Но раз уж на этом за тобой висит должок, я советую сперва погасить его. Ладно, посмотрим, что там у тебя. Давай смотреть, что у меня там. Продать всю рыбу. А я могу торговаться там или что? Не? Динар, я помню тебя. Конечно же, я тебя помню. Как же можно тебя не помнить? Продать. То есть... ну как бы... Окей, то есть продать всю рыбу. Ну все, вся рыба пошла. Все, у меня ничего нет. Списано долго. А сколько у меня долга? Я хочу узнать. Так, все, мы посмотрели, что там у меня. Правильно? Ну. Мэр ждет вас у торговой лодки. У торговца рыбой. В смысле? Вот и я. Приятно видеть такие старания. С тобой голод нашему городу точно не грозит. Смотри, я нашел у этой пристани. Думаю, тебе пригодится. Это он нашел? Я забираю. Так, я так понимаю, нам нужно будет сколько-то деталей, видимо, разных деталей для улучшения. И вот еще что. Наш местный корабельных дел мастер упомянула, что может улучшить твой корабль. Загляни к ней при возможности. Нет, Мема, шапку не сниму. Ты чё? Я на рыбалке вообще. Ты чё? Какие тут шапки? Ты вообще был в море? Какие там? Вот мой долг, кстати. Без шапки в море не ходи. Замерзнешь. Не ходи. О май. Вы выходите во двор и видите корабельных дел мастера, которая чинит поврежденный корпус. Она быстро пробегается по вам взглядом, а затем возвращается к работе. Корабельных дел мастер. Имени у нее нет. Ты, видимо, новый рыбак. Я могу улучшить твое судно, суденышко. Только учти, что за спасибо я не работаю. Всегда беру деньги вперед. К тому же на установку требуется время. И вот еще что. Если побьешь корабль... Что? Камни или еще как-то повредишь, я могу его залатать, по большей части. Она пожимает плечами и указывает на корпус судна, который пытается починить. Несколько досок на нем, все значительно выше ватерлинии. Потрескалась и поцарапалась. Окей. Осмотрись, но помни, чем больше оборудования, тем дольше его устанавливать. Так что планирую все заранее. Так, это типа рынок наш, да? Ну есть движочек. И больше... окей. Ага. И, собственно, фонари. У меня есть фонари по умолчанию, я так понимаю, правильно? Так, у меня целое судно. Так, удочка. Удочка. Мелководье. Мелководье. Нет, сзади меня никого нет, Мема. Ты чего там? Чайку перепил, что ли? Скорость слова на 40% выше. А сколько стоит? 150. А у меня сколько? А где мои деньги? 104. Не, 104 это несерьезно. Подожди, а если я хочу перетащить в трюм? Полетело все в трюм, получается. Так, ну здесь, собственно, что? Отремонтировать мне ничего не надо. Это стоит... Это чего стоит? Это стоит 100 рублей. И, собственно, что? Срок установки 2 часа. Состояние рабочее. Скорость выше. Есть такое? Не, шапку не сниму, я замерзну. Ты чё? Так, плюсом. Нам бы удочку, конечно, но она дорого стоит. Чьорт побери. Ну, давай, допустим, это все в трюм. Это тоже, видимо, в трюм. Туру-туру-ту. Ну и, собственно, купим себе движок, что ли. Да? Мы же можем. А чё не? Ну и все. Шпень. Подожди. Типа что? Вот так это работает. Я пол. Так, это у нас 14, это 10. Блин, наш помощнее. Ну ладно. Нет, так нет. Ну ладно, удочка тогда будет следующая, собственно. А лампочку мы тоже не можем, да? 180. Ну это дорого-богато прям. Так, ну ладно. Я цел. Остаток 31 рубль, я могу позволить себе. Мой трюм. Мой трюм это то, что на берегу лежит. Ну неплохо. Звучит. Каюта, энциклопедия. Экзотика. Огромные рыбы.
Это жестко. А, здесь ничего себе. Здесь в смысле только 21 прибрежная. А, нет, прибрежных 51 разных рыб прибрежных. О, мое почтение. Ага, вот есть экзотический. Ну как экзотический? Легендарный кальмарус. Так, ну окей. А можно? Вот так. Так, ладно. Собственно, мы пока что... А, есть мутации. Это, видимо, ночные какие-то мутации. Собственно, мы сейчас можем только лишь отдохнуть, дождаться утра. Правильно? А у нас пока что даже квестов-то нет, только долг выплатить. Ё-моё, это еще что? Компоненты исследования. О, скорость слова. Ага, универсальная удочка. Так, подожди, мне нужно изучать то, что у меня уже есть? А, ну да. Типа то, что открыто. Так, ну смотри. Типа океанский, скорость слова 50%. Та-та-та-та-та-та. Ну тут, блин, ладно, давай по очереди. Ага, и, собственно, открылась. Давай, уходи, оповещалка. Вот это вот все. Ага. Ну ладно. Это мы потратили... Ай, блин, можно было движок еще прокачать. Ага, это все, что у нас есть. Это мы потратили то, что было в трюме, правильно? Да, вот эти две штуки. Золотистые. Ага, ага. Так, ну я понял тебя. А дальше что? Отчалить, исследовать, трюм, торговец. Все, у нас нет ничего, правильно? А у нас вообще все установилось? Да, у нас все установилось. Ну все, я могу отчаливать. Я пошел. Ой, причаливать я не хочу. Я хочу отчаливать. Я отчалил, я почалил. Ну давай сходим вправо, что ли? Наверное. Ну, нет, эту рыбу я не хочу ловить. Она такая себе, получается. А это я не могу ловить. А что я вообще могу? Так, ну об скалы здесь лучше не биться, судя по всему. Потому что это дорого. А денег у нас нет на такую себе экзотику. Так, это что такое? Низкие запасы. Это тот самый недорогой карась? Правильно. Ясь карась. И запасы кончились. Печаль. Да и рыбешки здесь у вас не густо, я смотрю. Это что? Не могу. Так я вообще так себе получается. Я и отплыть далеко не могу, и ловить ни хрена не могу. И вообще я ничего не могу. Даже поднять ногу. Что это? Завал из обломков. Чтобы расчистить его, понадобится мощная взрывчатка. А у меня такой нет. А зачем это вообще мне? Я понял. Пока я могу, получается, только рядом с берегом что-то там цеплять. Цеплять, ловить. Да? И тут тоже не могу. Да что ж такое? 12 часов дня, а я все еще ничего не поймал. Чё? Камень тихо гудит. И вы видите рябь. Вокруг рябь в воздухе вокруг. На поверхности танцуют еле видимые силуэты, которые исчезают, прежде чем вы успеваете в них смотреться. Положить руку на камень. Холодный камень не отвечает на ваше прикосновение. А на что я рассчитывал? Подожди. Все еще блестит. Это все еще активное место. Активное, интерактивное. Блин, я могу ловить пока только отстойную рыбу. А что делать? Динар, ты по инглишу двоечник? Ну что делать? Учить надо. Иначе никак. Инглиш дело такое. Учить, читать, говорить, писать. Иначе никак. Так, и все-таки я могу что-нибудь поймать нормально? Я вообще хоть что-нибудь могу поймать? Это как-то грустно. О! Ну тогда я вообще не выпендриваюсь. Буду ловить все, что ловится. Хорош. Блин, опять нет рыбы. Это очень печально. Это неправильно. Влад, привет. Жизель? Жизель, что английский надо учить? Или Жизель, что рыбы нет? Ты что, у меня здесь рыбы нет? У всех здесь свои проблемы.
Какой-то день неудачный, что ли, или что? Вот, запасы высокие, аллилуйя. Хоть подловим, наконец. Че я поймал-то? А, ага. Красота. Давай еще. Все, что поймаю, все мое. Так, ну давай. Что-нибудь как-то там. Что, английский надо учить? Ну, дело такое, да. Иначе никак. Подожди, ну я же могу в ночи, правильно? Что-то здесь все-таки куда-то плыть. Так может быть я что-нибудь поймаю в ночи? Рыбак, не молчи. Меня ж не убьют прям сразу, правильно? Нажмите Е, чтобы выбрать лампы. Мне пока не надо. Я пока вижу, в принципе. Кое-как, кое-что. Так. Пожалуйста, рыба, ну поймайся какая-нибудь. Вот уже начинается туман, кстати говоря. В котором действительно как-то хреновенько видится мне. Да и рыба никакая новая не появляется. Так, чё? Селектор. Ага. Подожди, на какую-то кнопку. Вот все. Я пытаюсь найти какую-нибудь ночную рыбу, которую я могу поймать. Может быть, вот эту? Да, блин. Так, ну с ума я вроде не сошел пока совсем. Мог бы, но не стал. Да не, что-то здесь уже страшно. Что-то здесь я не готов прорываться пока что. Это что еще за корабль? Другой корабль, реально? Это не глюки? Ага, все понял. У меня нет вопросов. Короче, здесь будут галлюцинации. Вот это было прекрасно сейчас. Серьезно? Камень появился прямо передо мной? Я же лампой свечу. Все понял. В тумане действительно здесь неспокойно. Так, ну давай. Мне сейчас починят вообще что-нибудь. Со ступеньки, ведущих к маяку, к вам пробирается сгорбленная женщина. Она останавливается на некотором расстоянии и смотрит на вас с беспокойством и заметной настороженностью. Зачем пришел? Так, я хочу познакомиться с местными. Давай с местными знакомиться. Для чего таких, как ты, здесь больше нет ничего интересного? Лучше не утруждай себя и сразу иди дальше. Она разворачивается и шаркает по тропинке, ведущей к свету. Молодец. Это она, конечно, молодец. Корабль у тебя немного покоцатый. Это правда. Можешь починить? А как ты можешь? В смысле, повреждения 2 из 3? А если бы было 3 из 3, я бы все? Я бы немножечко потонул? Это за 60 рублей? У меня нет столько. Озвучка топ, это точно. У меня рыба тухнет. Зараженная? Чё? Мне что, еще и колдовать надо здесь? Торговец, что за мутки у тебя здесь? Про заказ? У меня есть специальный заказ для одного покупателя. Если сможешь его выполнить, заплачу тебе больше обычного. Давай. Мне заказали... Так, стоп. Мне заказали одну камбалу и одного серого угря. Просто принеси мне их, если поймаешь. Чтобы поймать их, тебе понадобится удочка для ловли мелководных рыб. Корабельных дел мастер сможет подобрать подходящую. Вот лучше бы мне корабельных дел мастер бы ее подарила, конечно. Потому что бабла-то у меня нет. Купит он ее вообще? Давай всю забирай. Ну всю забрал, хорош. 34 рубля! Меня потопили уже с ходов, что за фигня? Как так-то вообще? Моя удочка, шлящ. Подожди, а я могу это продать ему? Выбросить грузу, взять. Я не хочу брать, я хочу продать. Мне надо это продать. Срочно. Так, все, иди, да, побольше рыбы лови, побольше денег заплачу. Супер, класс. Великолепно. Мэр. Мэр. Тебя-то мне и надо. Ты случаем не собираешься на восток, в сторону Малой Соли? Не передашь этот сверток докеру? Будь так бобр. Я беру сверток докеру. Так, ну отлично, хотя бы подзаработаю. Мэр передает ему небольшой влажный сверток, обернутый бечевкой. С него немного капает. Докер тебе заплатит за доставку. И не тяни, пожалуйста, не хочу, чтобы там все испортилось. Там и так все уже воняет и мокрое. Если заплутаешь, сверься с компасом и картой.
А мне, собственно, вообще-то куда? Я не в курсе. Я вообще могу поспать ночь? Мне страшно, у меня корабль разбитый. Корабль разбитый и нет ни хрена. Капец, как дорого. Вы чё, блин? А можно одну починить хотя бы? Нет? Ну так я все, я сейчас отъеду. И будет Габелла. Так, а на карте... Вообще карта здесь есть? О, не Фасоби. Мне вот сюда, типа, да? Блин, приблизить нельзя. Сверься, говорит, с картой. А что, на карте нарисовано что-то? Так, я бы, наверное, не хотел бы сейчас рыбачить. Или порыбачить. Давай, наверное, порыбачить. Хотя, блин, нам сказали не задерживаться, иначе все испортится. Нет, мы не будем рыбачить тогда. Нафиг оно нам надо? Поплыли сразу. Я надеюсь, что нам заплатят. Заплатят достойно. О, у нас кнопка капс свободна. Давай на нее карту поставим. Карта, карта. Карта. Где здесь карта? Туру-туру-туру-туру-ту. Журнал карта. О. Капс. О, другой разговор. Ну все, я поплыл. Нам срочно нужна удочка. Без удочки мы здесь совсем тупеньки. Капец, хоть бы значок какой висел. Чисто, ну хотя на карте можно ориентироваться, нам-то что? Эйжи. Докер. Ха. Это что, бяш какой-то? Что? Посылка для меня? Ну чё там? На. Он открывает небольшой клочок упакованной бумаги и заглядывает внутрь. Вам кажется, что он специально загораживает вас от свертка. Артик, привет. Ага, ничего не испортилось, отлично, на. Так, я, наверное, должен тебе заплатить, да? 25 рублей, так мало. Он передает вам деньги. Мне дали эту старую книжку пару недель назад, но в ней мало я чего понял. Она тебе, наверное, больше пригодится на... Он вынимает из кармана мятую книгу и передает вам. Несколько страниц в ней загнуто. Кинь себе в каюту, пес. Можешь почитать, пока будешь в море. У меня ж там масса времени для этого. Захочешь поболтать, заходи в любое время на... Я знаю, как порой бывает одиноко. Малыш. Заглядывай. Фу. О, торговец. Вы заходите в ярко освещенный магазин. Здесь кругом антиквариат, а полкилометра от ювелирных украшений и побрякушек. На вас пристально смотрит поверх серебряных очков старик с прилавком. За прилавком. Бяша 2.0. Да, это Бяша спустя 45 тысяч лет. Здравствуйте, вы же... А нет, мы с вами знакомы, не знакомы. Я не вижу, а нет, я вижу. Прошу прощения, хотя нет, не прошу. Мои глаза уже не те, что раньше, да и трубка не курится совсем. Это просто горит она уже, ничего себе, у него горит там что-то. Алло, дядя, потуши. Я занимаюсь антиквариатом и ювелирными украшениями. Готов купить у вас украшения, если такие найдутся. Можно у вас что-то интересное есть сегодня с собой? А у меня все в трюме. О, так можно? О. Продать. Блин, 25 рублей, ну это мало. 7. Этого мало. А доску нельзя. А, ну все. То есть это как бы антиквариат, правильно? Правильно, хорош. А рыбу возьмешь? Ах, рыба свежая есть, что? Ты зря не берешь, конечно. Так, ну у нас здесь вообще ни хрена ничего нельзя сделать. Трюм у нас работает с телепортом, очевидно. Так, если мы будем рыбачить здесь, мы не успеем вернуться домой. И тогда будет бобо нам всем здесь. Да блин, я ничего не могу взять. Я что, нищенка какая? Рыбу можно хотя бы ловить? Я же рыбак. Я же Владимир Рыбак. Со скрипкой. Опа, С. На что? На полке в каюте 21 августа? Что происходит? Я календарь переверну, и снова 21 августа. Для чтения вы читаете, когда коротаете время. А, да? О. А, стоп, подожди, вот что я взял. Запыська. Вчера на отмеле позади Большой Соли случилось небольшое происшествие. Перед носом корабля буквально из ниоткуда появилась скала. В смысле, это про меня? Это в смысле кто-то подглядывает? Ты что, смотришь, как я врезаюсь в скалы?
Но она не пробила корпус, но вас сильно качнуло, и несколько вещей упало в воду. Мы не увидели, что именно пропало, но это меня немного беспокоит. Но мы проверили, что вроде самое важное на месте. Он постоянно... Что? Он постоянно сверяется с заметками по поводу церемонии переименования корабля. Боится, что сделал что-то не так. Раньше я не замечал за ним таких суеверий. Это кто вообще кому пишет? Поручение. А, Камбала-шмамбала. Так, это я помню. Энциклопедия, это я помню. Так, это мы прочтем, когда будем отдыхать, соответственно. А еще я знаю, что, короче, когда вот эти крестики появляются в местах, где есть какой-то груз, то он может выпасть. И ты его тогда теряешь. Представляешь? До чего технологии дошли. Вот так вот. Давай оплывем. Хотя, блин, у нас рыба. Какой оплывем? Вот мы сейчас оплывем. Я тебе говорю, оплывем, потеряем кучу времени, испортим себе всю рыбу, потеряем все, что у нас есть. Еще, не дай бог, врежемся в что-нибудь. Можно хотя бы не врезаться, пожалуйста? Но я тупо не могу подбирать. Я рукожоп, видимо. Аслан, привет. Алейкум ассалам. Мы здесь рыбу ловим. Ну как ловим? Как ловим? Мы грустим, скорее. Мы грустим о том времени, когда мы ее наконец-то сможем ловить. Я рекомендую нам с тобой вместе валить отсюда. По добру, по здорову. Потому что уже 2 часа. А когда станет, знаешь сколько? 6 и стемнеет, начнутся дикие туманы. Да? Вот, удачи в ловле. Даст бог рыбакам, да, как говорится. Я не могу ничего подбирать, я рукожоп. У меня удочка детская, пластмассовая. Опять что-то у нас? А чё, подожди. Еще одна бутылка, правильно? Ох, я бутылочных дел мастер. Мы что, в обратной последовательности будем читать? Ни хрена себе. Фу. Сейчас утро 2-го дня нашего медового месяца. С нашего первого полного дня. Ну, видимо, вместе. Сегодня плаваем вокруг островов и в заливах позади большой соли. Мне нравится, какие здесь скалы. У них поразительный рельеф и цвет. И раз это считается не лучшими местами для рыбалки, я знаю, что он будет стоять за штурвалом, а не возиться с удочкой. А, это женщина читает. Вчера он дал кораблю название «Джунгли». Даже перевел целую настоящую церемонию в честь этого события. Кажется, он отнесся к этому серьезнее, чем в день нашей свадьбы. Якобы он напортачил во время переименования, то судно будет преследовать несчастье. Короче, если напортачил. Он хотел выбросить эти вещи со старыми названием, но я решила оставить брелок. Сокровища океана. Тоже красивое название. Видимо, из-за него мы и разобьемся, кстати. Спойлер. Кажется, он решил приготовить для меня сюрприз и устроил пикник, когда будем обедать. В передней части рубки виднеется уголок корзины, которую он спрятал под одеялом. Обожаю, когда он пытается сделать что-то романтичным. Прекрасно просто. А потом мы разбились. Но об этом я уже не напишу, потому что я плаваю с рыбами. Класс. Срочно нужна удочка. Просто... я не знаю. Это смысл всего, что здесь происходит. Вот это я ловлю тогда, в таком случае. Золотой карась. Чуть моя сетка не порвалась. А еще есть? О, давай. Мне нужно сколько-то рыбешки. Срочно. Так, ну хорошо. Давай сейчас немножечко стемнеет. Ага, и мы разобьемся, да? Классно я придумал. Мне кажется, просто идеально. Давай ночь. Никто не хочет мне помочь. Я все-таки надеюсь, что появится какая-то рыба. Вот здесь хотя бы. Чтобы я смог ее поймать. Кайф, я не могу. Ну, либо ничего просто не появилось. Ладно. Хотя бы нам немножко заплатили, и мы можем чего-то здесь куда-то. Остаток 26 рублей. Ага, я понял. Давай, забирай. 28 бачей всего лишь. И из них 24 наши. В сумме 115. Вообще никуда не годится. Нахрен я купил этот мотор? Объясни мне, а? Снять? Я могу снять? Подожди, если я сниму, я смогу продать? О, кстати, может я смогу его продать реально? Могу продать? О, 50 рублей стоит. Так, и у меня будет, подожди. О, и у меня будет на мелководье. Так и нафиг он тогда пошел отсюда. Продать, конечно.
Давай вали. Так, у меня все, у меня запасного ничего нет. Я покупаю удочку себе. Наконец-то. Что? Да, устанавливай. Ну, наконец-то. Получается, мы сейчас сможем ловить кое-что. В какой-то веке. Так, ну все, кайф. Кайфарик. Получается, ложусь спокойно спать. А потом становлюсь богачом, и все. Мэр что-то хочет опять. Чем могу помочь? Хочу оплатить сейчас долго. Спроси. Что случилось с предыдущим рыбаком? Предыдущий рыбак, он был крайне ненадежный тип. Выходил в ночь, возвращался без рыбы и ложился спать на весь день. А еще моряк из него был никудышный. И я ничуть не переживаю. Не преувеличиваю. Постоянно наталкивался на рифы, даже при свете дня. Представляешь, у корабельных дел мастера едва хватало досок на ремонт. Да он никуда не годился. Однажды вечером ушел в море и так и не вернулся. С катертью дорожка, мы уже по нему и не скучаем. Так чем я еще могу помочь? Так, другие места. Конечно, интересует что-то конкретное. Хребеты, штормовые скалы. Ну, тамошний основной порт называется Ингфелл. Он находится прямо на пути к скалам. Его не пропустишь. Это город китобойного промысла. В последнее время новостей оттуда приходит мало. Думаю, многие жители из него разъехались кто куда. Представляешь? Рассказать тебе о других местах? Ну, давай. Весьма популярное место у туристов. На самом атолле есть курорт, построенный на вершине красивейшего кораллового рифа. Там наверняка водится самая разная рыба. Не хочешь испытать свои удочки? Рассказывать тебе о других местах? Слушай, ну, я понял, это лирика, в принципе. Помогать мне больше не надо. Я, пожалуй, пошел рыбачить, в конце концов. Мне кажется, время пришло. Так, подожди, исследование у нас не появилось, да? Ага. Ага. Все, поплыли. Удочка. Получается, есть? Получается, красота. Так, ну вот это я не хочу ловить. Это бессмысленно. Я хочу ловить вон то. Вот это вот все. 6 часов утра. Да, мы стали медленнее плыть. Движка-то у нас нет нормального. Но зато я могу уже поймать ногу. Отлично, камбала. И на камбалу я чувствую, я сейчас починю корабль, во-первых. Выплачу весь долг свой, во-вторых. Ой, еще есть. А мне уже положить-то почти некуда. Все. Теперь осталось только мелкую рыбешку, кстати, ловить. Давай, го. На рыбалку захотел спать. Да я сам в шоке, блин. Я бы и сам своего рода бы поехал бы на рыбалку. Даже шапку бы не менял. Прям в этой бы и поехал. Да блин, запасы истощились. Ну как так? Ладно, давай починимся. Хотя что-то я размечтался, наверное. Мне кажется, камбала нам не даст такой возможности так быстро. Ну, по крайней мере, скинем. Так, торговец рыбой. Что да? Поймалась рыба из моего заказа. Ну да, видимо. Оставь у меня что есть. Там посмотрю по готовности, скажу тебе. А, вот оно что. Че, забирай. Ага. О, серый угорь. Отлично. Так, а вот это можно все остальное продать? Так, к остальному можно будет прийти позже. Хорошо. Ладно, заходи, как поймаешь. Что-нибудь там вернемся к нашим баранам. Рыбные бараны. Бажа. 54 рубля. А, у нас же долг висит. А нам надо 60, да? Блин. Ну, чуть-чуть не хватило, ты представляешь? Ну, как так-то вообще? Рыба протухла. Ну, это уже, знаете ли, это уже не наше дело. Наше дело продать и уплыть. Этим мы и займемся. Протухло так протухло. Что ж теперь? Он знает свое дело. О, кстати, это угорь. Я тебе говорю, смотри. О! Уф! Ничего себе! Какой хитрый угорь. Так, как его складывать-то теперь? Давай еще. Хорош! А Владимир-то рыбак, ты посмотри. Хорош!
А можно легендарного угря? Мне кажется, я уже заслуживаю. Ну или, видимо, еще нет. Так. Еще можно? Отлично. А вот и первый фейл. Рыболовный. А, все? Слушай, ну мы угрей наловили. Мое почтение. Так. Ну больше мы, наверное, уже никуда не успеем. Но мы точно сейчас залатаемся. 100. Мы сейчас особый заказ приготовим. Это будет по-любому рублей 50, я надеюсь. Починимся. И что? Ну, уже, наверное, можем движок купить. Хотя там можно еще что-то прокачать, наверное. Я бы хотел, по крайней мере. Здесь глубокий сюжет, говорят. Надо все читать, короче, и осознавать. Поймалась, да, поймалась. Оставь у меня, что есть. Я все оставлю у тебя, пожалуйста, вот. Это вот тебе. Во! Продано за 52 рубля. Ну, 2 рыбы, по крайней мере. Торговец заворачивает рыбу и протягивает вам деньги. Отлично. Отлично, отлично. Покупателю должно понравиться. Мне кажется, он и сам протух здесь уже немного. Типа так не кажется? У меня появился очередной заказ. Немного более диковинный. Покупателю надо пару кальмаров и одного черного группера. Сейчас кальмаров мало кто ловит. Они водятся только ночью. Ты знаешь, как здесь ночью? Удачи. Ха-ха-ха. Удачи, дурачок. Не понимаю, как ты здесь каждый день занимаешься. Что? Не понимаю, как ты каждый день этим занимаешься. У меня вот в море Кости Лобин старый стал. Ну, логично, что. Так, ну и что, 64 рубля еще сверху. Так, мне кажется, мы рассчитались долгами. Нет, почти рассчитались. Хорошо, мы наконец-то чинимся. Ё-моё, наконец-то мы чинимся. Просто. Это сколько стоит? Это стоит 400 рублей. Нам даже страшно смотреть на это. Так, ну вот мотор 100. А у нас 100. Ну давай, в принципе. Вернем былое величие нашему кораблю. Так, а наш мотор покучерявее же, да? Да, у нас скорость-то побольше. Так, ну и хорошо, мы, значит, спим. Спокойно. Сколько у нас денег? И не хватает чуть-чуть, ну ладно. Все, я пошел спать. Я, значит, сейчас сплю. Ну и все, и иду просто дико богатеть. Я вот-вот выплачу долг. О, я почти прочел. А что я читаю вообще? Щадящее рыболовство. Это, видимо, какая-то прокачка будет? Блин, круто, круто. Вот это вот по мне. Вот прокачиваться, это прям кайф. Я, знаете ли, накачанный вообще. Что капец. Так, а подожди, где была крутая рыба? Так, ну вот там вижу крутую рыбу, но мне кажется, это уже не мелководье, к сожалению. Это не крутая рыба. Вот это крутая рыба. Скорее всего, здесь глубоководье уже какое-нибудь. Да? Давай, расстрой меня. Ну, естественно. Пошел я. Отсюда, нафиг. Со своей удочкой детской. Так, вот тут мы не ловили. Ага, ну все, понял, это угорь. Ну, угорь, кстати, неплохо зашел. Давай брать. Шпяус. Почеряус. Оп, хорош. Что-то там было. О, щадящее рыболовство. Книга прочитана. Загляните в каюту, чтобы узнать, что вы там прочитали. Угу, неплохая идея. Давай еще. Еще. Видимо, нам что-то тут должно... Ух ты, это что за дичь? Изогнутый... Это в смысле мутация? Полная зубов пасть ждет вместе. 82 килограмма. А он в 2 раза тяжелее, чем обычный. О май. Мы поймали эпичного... этого самого угря. Ё-моё, жестко. Ну красота же, блин. Интересно. Так, что у нас вообще? Время есть? Корабля мало, да? Ну теперь даже интересно поплавать где-то далеко. Ну, надо удочку качать, конечно. Удочку сильно, конечно, надо качать. Так, ну мы сейчас заплывем на маленьких рыбешек. И затаримся, как говорится, по полной. Хоба. Оно? Давай. Easy fish я это называю. Так, ну сюда уже никак. Так у нас не так уж и много вариантов. Ну ладно, давай. Эпик нам уже здесь
никак не маячит. Go-go, power будка. Очень медленно плывем. Ну, кстати, мы сейчас к ночи как раз-то таки справимся, да? Мне кажется, как раз к ночи мы и двинем. Блин, я красный фон поставил. Подумал, что здесь будет много красного фона, безумие. Надо было ставить синий. Ну ладно, что теперь. Так, торговец рыбой. С чем сегодня пожаловал? Вы отдаете рыбу. О, гратическую рыбу. Он подносит ее к лицу, расплываясь в широкой улыбке, а затем делает глубокий прерывистый вдох. О, малышка. Вот такая рыбешка мне всегда поднимает настроение. Интересненько. Он проводит пальцами по рыбе, будто пытается что-то нащупать. А когда надавливает с одной стороны брюха, под разбухшей чешуей вырисовывается небольшой бугор. Он вспарывает брюхо и достает оттуда небольшой кусок ткани, а затем распарывает его на прилавке. Это оказывается носовым платком с изящной обшивкой. О май! За 56 рубасиков я продал рыбу. Да, впервые в жизни такое вижу. Отдаю тебе, и за это тоже плачу, разумеется. Поручение обновлено. Это не... Ух ты, ё-моё. Класс. Это не первая странная рыба, которую я видел здесь, в этих краях. Так что они тебе попадутся еще не раз. Если поймаешь таких, приноси мне, я хорошо заплачу. А, кстати, чё, он только рыбу забрал, правильно? Ладно, рыбак, успокойся. Так, получается, мы на сотку наловили. Чуешь, где баблом пахнет? Запах рыбы плавно превращается в запах бабла. Некогда красивый носовой платок, который вынули из желудка гратическая рыба. Украшение украшен изящной алой вышивкой. Я так подозреваю, что это часть, да? Видно, что это кусок, судя по рисунку. Отлично, мне нравится. Головоломочки прямо внутри рыб. Через окно каюты на тебя посмотрел мужчина. Его лицо практически полностью скрыло тенью. Торговец? Да. Мы же не знаем, что он делал второй рукой. Но рыба ему очень очевидно нравится. Я знаю, что ты принес торговцу рыбой. Я скажу без обиняков? Без обиняков? Я скажу без обиняков, если ты знаешь, что это за слово, потому что я нет. Я также знаю, что он извлек из рыбы артефакт. Мне нужно его осмотреть, но не здесь. Админ, привет. Админ, привет. Загляни ко мне на базальтовый остров. Откуда он смотрит? С базальтового острова, блин. Это после выхода из бухты надо поплыть на юг. У меня к тебе есть деловое предложение. Я буду ждать, малыш. Так, ну и прекрасно. Чё нам? Так, у нас есть сатен. Подожди, мы выплатили долг, правда? Чем могу помочь? Все, я расплатился, правильно? Другие места поблизости, да нафиг они нужны мне. Лохматая коса. Да я сам своего рода лохматая коса. Все, давай, дядя. Я потом как-нибудь поспрашиваю у тебя об этом. Отдыхать хочу ли... Да я не хочу отдыхать, наверное, да? Нафига мне это надо? У меня столько дел, не в проворот. Мне еще Моби Дика ловить. Так, ну это все мелкая рыбешка. О, кстати, здесь видно сколько, да? Типа здесь одна плавает, а там две. Окей. Так, хорошо, вот это стоит денег. Вроде как. Татуировки? Да, есть немножко татуировок. Но это в основном переводки с Малабара и Хуба-Буба. Я долго переводил, но, кажется, получилось довольно качественно. Так, все, да? Ага, окей. Ты если в Дискордике есть, админ, я могу скинуть в Дискорде фотографию. Там немножко видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну ночь наступает, да? Получается, город засыпает, просыпается рыбная мафия. Так, я жду. Я жду ночную рыбу. У меня с ней ночное рандеву. Так, это чего? О, это какая-то другая. Это не камбала. Это ж камбала, правильно? Да. Это что-то новое. Довольно сложное, кстати. Черный группер. Ай. А какой смысл его вращать? Вращайте барабан. Ну ладно, по крайней мере, подороже зайдет. Есть такое? Все, истощен. Запасик. Так, не очень-то удобно мы стоим.
Давайте как-нибудь без жертв. Можно? Так, а мы кальмара... А, вот кальмар. Отлично. Как удобно. Да и форма у него удобная. Ой, это мутант. Кальмар-матка. О май. Я беру. Мутация, точно же, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Его щупальца растут из ветвящегося ядра в студенистом мешочке. Рядом видны и другие не раскрывшиеся ядра. Какая мерзость. Мерзость. Запасы истощены. Это очень печально. Блин, я поймал сразу мутанта. А как насчет обычного кальмарчика? А насколько у меня может поехать крыша в этой игре, интересно? Так, а где рыба вообще вся? Ой. А что-то мне как-то очень... Ой. Мне как-то очень светло там наверху стало. И даже немножко страшно стало. И я даже немножко сикнул в корабль. Ой. Так, вот это вот самое опасное. Камни, появляющиеся перед лицом, да? Да-да-да-да-да-да-да. Возможно, мы сейчас посмотрим, что там вообще есть. Сейчас посмотрим, может быть, в нем будет какой-то крутейший артефактус. Но это не точно. А про что игра? Игра про рыбака, который наткнулся в жутком тумане. Это, короче, типа вселенная Ктулху. Типа того. Лавкрафтовский мир. Ну, условно, не точно, сильно условно. Вот, и мы наткнулись на скалы, не заметив маяка при этом. И здесь вроде как истории потом все, вот сейчас мы их по обрывкам собираем, а потом в конце они сложатся в какую-то, ну, понятную картину. Кстати, мэр говорил, что предыдущий рыбак вот этого города, этой местности, что он якобы был плохим моряком, и он врезался в скалы, не заметив маяка. Ничего не напоминает? Кажется, это напоминает прям нашу историю. Мэр быстро идет к вам пружинистой походкой. Похоже, он в хорошем настроении. А я нет. А у меня кальмар всего один поймался. Мне грустно. У меня чудесные новости. Большая соль расширяется, и ты сыграла в этом не последнюю роль. Вскоре к нам точно повалят люди. Больше того, я выдал корабельных дел мастеру разрешение на расширение верфи. Старый сухой док снова работает. Сухой док. Они взяли какого-то доктора, высушили и называют его сухой док. А еще я выделил немного денег на улучшение работы торговца рыбой. Возможно, он скоро с тобой насчет этого поговорит. Так держать, мы рады, что ты решил остаться с нами. У меня как будто много вариантов, да? Так, сухой док подождет. Торговец рыбой. Давай разговаривать. Поймал что-нибудь для заказа? Конечно. Оставь у меня, что есть. Потом вернемся к нашим шакалам. Так этот кальмар не подходит, правильно? Это редкий кальмар. Он не подходит сюда. Он подходит, да? Нет, я ему не отдам его. Он что, с ума сошел, что ли? Не знаю ничего такого. Все, давай. Ладно, заходи, как поймаешь. Что-нибудь. Так, дядя, ну забирай, ты чё? Смотри, какая рыба охрененная. Что? Видать, уже этой ночью странный красный свет. Видала ты ночью красный свет? Кажется, он идет откуда-то запада. Подожди, а про рыбу ты ничего не расскажешь? Ничего не расскажешь? Ты с ума сошел, что ли? А торговец рыбой ничего не хочет мне рассказать про рыбу? Это странно. Ладно. Это мой сухой док. Здесь мы можем осуществить улучшение твоего судна. Давай. Можем освободить тебе больше места, сделать новые навесы и крепления для оборудования и даже корпус поменять на усиленный. Для этого понадобится немало материалов, досок и металлолома и прочего. Где взять материалы? Ну, найти, конечно. Богдан, привет. Вдоль берегов можно найти довольно много приличного... Что? Много приличного в останках от кораблекрушений и тому подобного. А уж с погрузкой на борт ты как-нибудь разберешься. Материалы для улучшения можно оставить у меня. Они никуда не денутся. А так что не волнуйся, если найдешь только часть нужного. Ебой. Все понял. Ага, ну вот сюда, собственно, нам и надо закидывать доски. Да? Раз, два. Ага, 2 доски есть. И бабки еще надо. Класс.
Так, ну смотри. У нас пока только доски, поэтому нам ничего не грозит пока что. Никаких улучшений нам пока не грозит. А что у нас по деньгам вообще? 200... Нормально вообще-то. Вообще-то нормально. Так, ну я отдыхаю. Я же там что-то прочитал, правильно? Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Ну-кась, накась. Каюта. Щадящее рыболовство. Вот, с 10% шансом не уменьшает запасы рыбы при ловле удочкой. Что? Ну ладно. Ну, короче, да, мы получили какой-то баф. Так, это понятно. Это понятно. Энциклопедия. Это мы уже мутантов начали ловить неожиданно, да? Красота какая. Так, ну окей. Собственно, прибрежная вот эта вся шлящ. Без экзотики, просто на соли, вот тут. Солевые рыбы. Ага, вот они мутации. Ага, вот то есть мы одну мутацию, еще будет одна. Кайф. Ага, ага. Ну ладно, рыба здесь, конечно, дохренища, я тебе скажу. А, вот сюда за миссией. Про платочек. Понял, понял. Так, ну я, собственно, пошел, видимо, ловить. Что? Ага, материалы. Подожди, материалы материальские. Вот. Да, я хочу что-то сделать. Руководство по работе с двигателями на полке. Чего? А вот это вот мне зачем вообще? 400 рублей, блин. Да ты сбрендила, тетя. Во, я могу фонарик купить. Так, люмины 750, дальность 20. Соответственно, вот этот я хочу. Не фасоби, конечно. Конечно, давай. Да, Никс, привет. Как у меня дела? Ну, потихоньку там, тоси-боси. Бабушку прошли, монашечку прошли. Что-то там еще мы... Зайчика со всех сторон прошли. Можно еще в Original поиграть, кстати. Так, все, мы отчаливаем. Нам надо много ловить. Да, все, я пошел. Я поехал, я пошел. Хочу ли я вот на этот остров? Не уверен. Может быть... А ты-то что там, Никс? Ты-то про себя-то расскажи. У тебя-то что? Это ты куда-то потерялся. Я-то здесь. Поболел, выздоровел. Вот снова здесь. Ты где там? В каком... Где ты вообще находишься? Вроде бы куда-то уезжал, я видел. Стримы не стримишь, на стримы не ходишь. Что происходит с тобой? Рассказывай. Хоть будем знать. А то шо капец. Так, тут что? Опа-це. Это наш старый друг неспокойной воды. Опа, золотой. Хорош. Так, я взял эпик. Эпик я беру, эпик я ложу. Треска. Отлично. Сейчас натрескаемся трески и повалим дальше. Так, ну мы вот эти углы можем ими хорошо так выставить. Очень емко получится, я считаю. Вот так. О! Так. Го тогда куда-нибудь... Куда-нибудь... Это что, мальки здесь? Ну да, ну да, ну да, ну да. Ладно, возьмем. Подожди. Скумбрия? По-моему, не ловили скумбрию. О! Эпичная скумбрия. Отлично. Это меня устраивает. Так, 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 так. Хорош. Так, ну с рыбой я справляюсь. Пока что. Вот и смотри, а. Прям фулл. Практически. Целиком забитый корабль. Можно уже плыть обратно. На распродажу. Кстати, видимо, ночевать мы будем здесь. Так, мой трюм, мастерская. Что здесь у нас? Мастерская выглядит так, как будто простаивает уже не первое десятилетие. Зайти внутрь. Заперто, ну естественно. Ты приперся на чужой остров и по мастерским лазишь. Вы не взяли с собой носового платка. Он явно заинтересовал загадочного мужчину, так что захватите платок навстречу. Трюм же есть, ну. Вот же он. Я захватываю.
Мужчина стоит в дверном проеме и смотрит, как вы подходите. В одной руке он держит старую книгу в алом переплете с серебряными лентами. Ты пришел, позволь мне представиться. Я коллекционер, меня интересует многое. Картины, артефакты, сокровища и факты, и диковинки, о которых едва осмеливаются мечтать. И у тебя есть кое-что, что я ищу. Вы протягиваете на свой платок коллекционеру. Он подносит его к мерцающей лампе и внимательно изучает, потому что он внимательный. Эти узоры, их невозможно спутать. Даже несколько лет спустя. Это на свой платок со старого корабля, которого я ищу. Он затонул много лет назад. На его борту перевозили предметы необычной важности. Как ты можешь догадаться, разыскивать их теперь совсем непросто. Поэтому я привлеку тебя. Вот что я предлагаю. Я поставлю на твой корабль оборудование, которое позволит выплавить... Что? Вылавливать драгоценный? Что? Вылавливать драгой? Что такое драга? Что-то стоящее с мест кораблекрушений с морских глубин. Драга — это какое-то устройство? Чего? Ну, видимо. Найти утерянные реликвии, которые я ищу, и награда превзойдет твои самые смелые ожидания. На оснастку твоего корабля у меня нет всего несколько... Что? У меня уйдет всего несколько часов, а потом ты сможешь по-прежнему заниматься рыбной ловлей. Что скажешь? Я согласен. Это правильный выбор. Я сейчас же приготовлю оборудование. Давай. Молодец. Мне нужно найти следующие реликвии. Кольцо, ожерелье, часы, шарманку и ключ. Какой странный набор. Предлагаю пораспрашивать у жителей окрестных городов о кораблекрушениях и странных происшествиях, обо всем, что сможет оказаться полезным. Возвращайся, когда найдешь что-нибудь. А что я теперь могу? Что у меня теперь? Какой у меня корабль теперь? Какой-то мощный? Драга? Вот у меня что есть. Подходит для ловли следующих типов. Прибрежные, мелководные. Драга. Ладно. Драга Малфой, наверное. Опачки. Руководство по работе с двигателями. Это он мне дал книжку? Откуда я беру их? Найти реликвии. Ага. Поручение. Ага. Спасибо. Так, ну все. Я бы не стал бы ночью плыть. Нам довольно далеко плыть. Поплыли отсюда. Так, скидывать нам нечего. Окей. Соответственно, все, что мы можем, это вернуться и продать. Ну и, кстати, теперь мы можем, наверное, ускорить. Я бы ускорил бы нашу посудинку. И плюс поплыл бы вокруг, наверное, островов. Там же кое-что я не мог выловить никак. А теперь у нас есть Драга. Драга Малфой. Соответственно, можем себе позволить кое-что. И даже кое-что мощное. Так, я туда плыву вообще? Стопе. Я что-то Владимир куда-то уплыл. Стример поплыл. Домой. По рецепту нужно 2 кальмаров еще затащить. Точняк. Блин, в сухом доке все не так просто. Таких запчастей я еще не видал. Ё-моё. Так, подожди, дайте рыбу толкануть. Я тут нашел еще одну книженцию. Посмотри, может пригодится. Вы что, меня хотите прокачать сразу до супергероя? Вау, сколько хорошей рыбы. Так, торговец достает помятую книжку с размокшей обложкой, на которой вы замечаете пару прилипших блестящих чешуек. Да ты чего? Ну и хорошо. Так, на 80 рублей мы продали всю эту прелесть, представляешь? Довольно дешево, мне кажется, отдали. Ладно. Так, что у нас тут есть? Строитель. О, тетя, привет. Вы приближаетесь к женщине, стоящей на причале, сидящей на причале и выглядывающей в море. Она поворачивается к вам. Как там? Как там? Там непросто. Уж точно куда лучше, чем в этом паршивом городишке. Наверное, мне просто нужно уехать на какое-то время, возможно, навсегда. Возвращаться к прошлому — это ошибка, правда? Двигаться нужно только вперед, всегда. Здесь не так уж и плохо. Я не хочу двигаться дальше. Я не могу вернуться к прошлому. Никто не может вернуться к прошлому. Так, это же ошибка, правда? Да ладно, что ты? На моем веку здесь действительно неплохо. Она вновь смотрит на море, погрузившись в раздумья.
Вот что. Если поможешь мне найти материалы... Я сейчас тут, что, Лас-Вегас отстрою? Найдешь мне материалы, я смогу уехать. Совсем уехать в смысле. Я слышала о старом мысе, острове к северу отсюда. Все, что мне нужно, это 2 связки досок, 2 связки металлолома. И когда я построю там себе дом, буду рада видеть тебя в гостях. Если что-нибудь найдешь, просто оставь мне на стальном мысе. А когда закончишь работу, я тебе заплачу. Естественно. Стальной мыс это где? Ладно, я не вижу пока. Что такое? Что такое? Тут в округе... Так, не было здесь каких-то кораблекрушений? Она смотрит на вас с подозрением. Позади большой соли есть место, куда течение выносит обломки из моря. Иногда ночью можно увидеть неестественное сияние, которое идет из той части темных вод. Даже представить себе не могу, что там на глубине. Если ты ищешь то, о чем я думаю, лучше сразу забудь. Да бабка вообще оптимист, я смотрю, да? Так, что-то странное происходило. С маяка я вижу немало странностей, иногда вообще не понимаю, можно ли верить собственным глазам. Она высоко поднимает фонарь и ярко освещает ваше лицо. Ты вот правда стоишь передо мной, или это очередной фокус тумана, который постоянно трактует обманы? Знаешь, сверху мне многое... Что? Сверху мне многое видно. Со своего 1,5 метра вот это вот. Я видела, как вернулся тот злополучный корабль и предпочла закрыть на это глаза. Я видела неестественное свечение из этих окон. Понятия не имею, что ты задумал, но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Кто живет? А, все, я все узнал. Окей, бабка нас постоянно только пугает. А мне оно надо? А мне оно не надо. X. Я отчаливаю. Я пошел. Так, что у нас по карте? Есть что-то по карте? Я хотел просто поплавать, правда? Поплавать по кругу, посмотреть на кого-нибудь. Там, кстати, были какие-то места кораблекрушений, что-то такое. И я просто не мог их собрать, потому что не было ни хрена. Вот, например, вот здесь. Это же не рыба плещется, правильно? Это какие-то обломки. Кстати, похоже на дерево. О! Работать драгой. Я работаю драгой. Я своего рода драга. А, все? Одна доска? А что так мало-то? А можно 2? Все, запасы истощены. Я в шоке. Этого мало. Я жажду большего. Так, а здесь, наверное, больше нету нифига. Ну, я не вижу, по крайней мере. Да, время-то идет, как говорится, да? О, это тоже похоже на дерево, кстати. Это похоже на металл. О, отлично. Давай 2 металла, пожалуйста. Хорош. О, это металлолом. Капец, он неудобный. Еще можно, отлично. Я беру. Круто. Работать драгой мне нравится. Не думал, что это так прикольно. Так, ну валим отсюда, я думаю. Эх, вот эту бы рыбу. Здоровенную. За 1 000 000 рублей. Так. Я бы скинул это все в трюм, наверное, да? Та тетя говорила, что надо ей там что-то где-то оставить. Видимо, это не здесь. Так, окей, я могу скинуть в трюм, могу зайти в сухой док. Не забыл, что тебе не обязательно приносить все материалы за 1 раз. Можешь хранить? Ага, могу. Мне нужно, знаешь, что? 2 ячейки для удочек неплохо звучит, но у меня нет такого ничего. Так, цена 50, модифицирую 1 ячейку груза. Ага, для лампы. Для трюма, ага. Так, а мне что надо вообще? 2 ячейки груза позволяет хранить там удочки. А у меня зачем? У меня вроде бы нет потребности в этом. Вот это... А, это очень дорого стоит. Так. Ну, фонарик окей, как бы. Давай я в трюм, наверное, все это переложу, пожалуй. Пока не знаю, что с этим делать. Пусть просто лежит.
О! Катушки снасть. Все понятно. Ну, по очереди будем читать, я думаю. Стоп, а где это вообще? 2 связки досок и 2 металлолома. На причале Большой Соли. Та-та-та-та-та. Спроси, могу ли я. Та-та-та-та-та. А где это? Надо плыть куда-то. Окей. Это, скорее всего, на карте одна из целей. Нам надо кальмара поймать. Без кальмара, как говорится, рецепт не получится. У торговца с рыбой. А где, собственно, кальмар? Кальмар, а ты где вообще? Водишься. Хоть. Намекни хотя бы. Чтоб я знал. О! Так, это угорь. Но я возьму. Ага. Взял. Так, ну что-то взял. Опа, С. Отлично. Эпичный. Беру. Так, и все-таки кальмар будет у меня когда-нибудь в сетях, в руках? Пожалуйста. Плиз, кальмар. Так, это не кальмар, но я беру. Хорош. Блин, такая рыба громоздкая. Ну все, некуда ложить больше. Что ж теперь? Кальмара было бы куда положить. Он как раз таки... Опачки, вот это начинается. Всякое неприятное. Давайте без этого. Без неожиданного рифа. Блин, так я так до утра мог бы доплыть уже. Практически. Слушай, ну не завелся кальмар вообще. Его прямо не было. Торговец, давай забирай что. О, я поймал что-то для твоего заказа? Так я ни хрена не поймал для твоего заказа. У тебя это уже есть. Да, да. Так. Поехали. 127 рубасов. Нормально. Я незамедлительно богатею. Да-да-да, на всяких рыб, та-та-та, тра-та-та-ри-та-та, я пошел. Пошел я спать. Нам нужно читать книжки всякие разные. Они у нас есть, в конце концов. Так, давай отплывем и поплывем сейчас на квест. Есть же, есть же. Вот тут. А, подожди, вот тут как раз таки она хочет уплыть, да, скорее всего. Тетя, Мотя. Нам как раз... А, нет, стоп. Нам, получается, сейчас... Ну и ладно, поплыли. Вокруг острова поплывем и как раз таки доплывем куда надо. Движочек побыстрее бы. Была бы пушка, вообще пулемет. Так. Целенаправленно. Там, скорее всего, надо было взять обломки с собой, да? Дай угадаю. Что? Прочитано? Отлично. Великолепно. О, скаты? Таких я еще не ловил. Реально. Так, я что-то прям не ловил и не планирую, как будто. Ни хрена себе он занимает место. А еще один-то хоть поместится? Я не уверен. А еще один не поместится у меня. Ну ладно. Класс. О! А, в смысле квестом является вот это кораблекрушение? Скорее всего. А, это не кораблекрушение. Это супер драга. Ни хрена себе. Нормально. О, ключ. Огромного размера. Невероятного просто. Изысканный ключ. Невероятно большой и тяжелый ключ из неизвестного металла. Его изогнутые зубчики расплываются перед глазами и напоминают щупальца. Я тебе говорю, тут все про тентакли. А там, собственно, куда? Коллекционеру это надо было? Так, это понятно. Это просто красота. Коллекционеру надо было что-то? Я нашел большой ключ. А, ну все, понял.
Я пошел. А где был коллекционер? А, вот тут. Ну, это, кстати, очень неудобно. А здесь-то что водится? Нет, давай плыть. Давай плыть, а то не успеем. Есть такое ощущение. Так, подожди, коллекционер. Что-то мне страшно вообще. Страшно проплыть. А, нет, не там, нифига. Вот там. А то как бы уже 2 часа. Уже даже 3. Так, знаете ли, можно и доплаваться. Нежданно-негаданно. Так. Вы входите в дом коллекционера. Он стоит в дальнем краю комнаты, держит алую книгу с серебром и смотрит на вас. А, ты принес мне кое-что, показывай. Вы даете ключ, получаете ачивку ключ. Когда коллекционер берет его в руки, по холодному металлу пробегает странный блеск. Часть ключа с зубчиками... Что? Части ключа зубчиками, верхушка будто бы меняется, становится меньше. Он всегда был таким? Это все? А где замок? А в его голосе слышится встревоженность. Похоже, фрагменты, которые мы ищем, унесло дальше, чем я предполагал. Боюсь, что куда дальше. В таком случае, с твоего позволения, я тебе немного помогу и облегчу плавание. Он перелистывает несколько страниц книги и что-то бормочет под нос. Очевидно, колдует. Ни хрена себе, реально колдует. Вас ослепляет вспышка, и вы отшатываетесь назад. Способность спешка, сверхъестественная скорость, но не бесплатно. Иди. Мы нашли еще... мы не нашли еще все реликвии. В смысле, реально колданул только что. Моя интуиция говорит, что течение могло прибить обломки на юго-восток. По направлению к штурмовым скалам. Первым делом отправлюсь туда. Я отмечу место, с которых можно начать поиски на твоей карте. Еще что-нибудь? Так, реликвии, кому принадлежат реликвии, давай. В этой книге заключена сила пучин. Я лишь передал их частицу тебе. Может, ты хочешь узнать больше какой-то... какой-то конкретно? Давай спешку. Слова спешки беспощадны и разят без промедления. Они наделят твой корабль пугающей скоростью. Но помни, это также может сильно нагрузить двигатель. Хочешь узнать больше какой-то еще? Нет, я не хочу. Я вообще поплыл. Так, а я, подожди. Она закрыта, да? Ага. По-хорошему вообще надо спать. Потому что ночь близится. Да и в конце концов, я здесь книжки умные читаю. Так, окей. Ничего себе. Штормовые скалы. Так, окей, мне сейчас вот сюда, по идее. Странно, что нельзя, конечно... Так, спешка позволяет сильно разогнать, но можно перегреть двигатель, да? А, подожди, а как? Нажмите на Е. Вот так это работает. Ничего себе. Так, ну я понял. Но это такая прям... Такой shift легкий. Ну или не очень легкий. Вообще, мне это сильно помогает. Оп. Ну, вроде помогает. Понемножку, помаленьку. Так, мы вообще куда? Мы туда плывем-то хоть? Так, вроде да. Блин, надо было ската продать, заплыть. А то сейчас места не хватит. Доиграемся. Драгоценности? Вау. Хорош. Че я взял? Жемчужные серьги. Ладно. Пойдет. Ух ты. Это вот сюда, наверное, тетеньке надо ввести, да, всякое разное. Чтобы настроилось. А у меня трюма-то нет.
Груда материалов. Это остров на... А, да, нужно доставить. Все понял. Я понял. Так, ну все тогда. Тогда мы все это сделаем. Опа, С. Я тебе говорю, мне сейчас точно не хватит места. Я сейчас вот это вот начну вылавливать все. А, ну все здесь, наверное, и будет рядом. Звучит логично. Деревяшечка. Ну да, сейчас 2 деревяшки, и у меня уже как бы все. Я, конечно, выгружу сразу. Но насколько это нас прям спасет? Ух, опасно проплыл. Вован, здорово. Как там вообще? Вован, как там у тебя вообще? Что такое драга, знаешь? Мы вот тут узнали, что такое драга. Нас это сильно всех удивило. Так, ну смотри, в принципе, нам поместится еще 2 металлолома. По-хорошему. В общем-то. Но я, наверное, хочу все-таки вернуть рыбеху. Помалеху. Давай рискнем. Все пучком, хорош. Пучковость — это нормальная тема. Чем вообще занимаешься, в что играешь? Ты впервые у нас на канале, тут, а здесь. Какие игры для тебя актуальны? Чего ждешь? Каких релизов? Может быть, уже чего-то дождался? Резидента какого-нибудь 4-го? Или какой-нибудь Hi-Fi Rush? Или что-нибудь еще? А что это там блеснуло только что так загадочно? Вот здесь. Или это был глюк? Кажется, это был глюк. Так, ну хорош. Ската мы привезли. Давай же его отдадим. Смотрительница маяка появляется из темного леса, окружающего город. Она идет к причалу с растерянным выражением лица. Надо же. А, это ты! Кого вы ждали? Твой двигатель гудит прямо как... Прости, показалось, что ты корабль старого друга. Она разворачивается с удрученным, и удрученно идет обратно к маяку. Ладно, давай, бабуля, не грусти. Че ты прям так? Так, ну окей, это все недорого стоило. Кому мы продавали драгоценности? Коллекционеру? А, нет, там типу, да, точно. Дяденьки, дядюленьки. Так, ну мы можем поспать, кстати, наверное, спокойно, да? У нас там книжка читается. Нам надо ее изучать. Изучаем мы на отдыхе. Шпяус. И чё? Мы что-то изучили? На 55%. Нормальная тема. У меня есть металл, но я бы не хотел его просто так отдавать. Так, сухой дог. Сухой доги стайл. Так, это что? Трайчика для двигателя. Вот, кстати, может быть оно того и стоит. Мало играешь, Вова, ну тогда этот канал точно для тебя. Заходи, кайфуй, я буду играть за тебя. Это все, что я здесь делаю. Играю за тебя. Вот это я могу сделать. Скорость двигателя, правильно? А, это откроет еще 2 слота для двигателя? А как, у меня нет такого двигателя пока. А, нужно будет еще 1 слот, чтобы добавить 4 двигателя. Дорого-богато, да. Ну вот, Вован, ну что ты, ну это тебе же вот. Это же вот как раз же я же для тебя же и делал. Ну. Получается, я забираю 2 железа. И доску, вроде бы 1, правильно? Вроде бы да. Давай я прокачаю вот это вот все. Это надо мне очень сильно. Просто для того, чтобы двигаться быстрее. Ну да, я так понимаю, что это... Конечно, надо будет апать еще. Потому как... Ага, ну и как бы и все. Вот эту штуку я бы тоже мог бы, кстати. Не знаю зачем, но мог бы. Ну ладно, доживем. Так, подожди, а что, собственно? У меня вообще что осталось? 2 доски. Ну и все. Ну и все. У меня нет пока даже такого вот этого вот. А так я поигрываю в танки онлайн и Pocket Rogue. Pocket Rogue. Теперь мне понятно. Слушай, ну Pocket Rogue это прекрасно. Pocket Rogue это значит, что мы с тобой скоро точно встретимся. Потому что скоро на канале будет выходить Pocket Rogue. По крайней мере, это будут не стримы, это будут серии по Pocket Rogue. Так что давай, блин, Владимир.
Очень прекрасно, что ты нашелся. Так, я поймал какую-то рыбу-мутанта. Потому что по Pocket Rogue я уже делал серии, да? О, вот тем более. Так мы с тобой вообще уже, оказывается, давно знакомы. Да, я просто, то есть бось там, вот это вот все сейчас смотрю, что мне там надо для этого, и вообще, когда я это буду делать. Я пока не могу придумать себе, в каком формате мне лучше записывать серии. Потому что записывать просто, ну, просто голое прохождение, это, наверное, займет просто очень много часов. Да? И будет такое. И будет просто очень долго. Так, что там? Паразиты, шмаразит. Надеюсь, чайки еще не добили. Та-та-та-та-та. А рыбу заберешь? Мою, вот эту вот. Выбросить в трюм, взять, продать. А почему из рыбы перестали выпадать артефакты? Я вообще-то думал, что из каждой будут выпадать. Но, видимо, нет. Видимо, я слишком много думал. Не стоило. Так, окей. Проверить групповой рейд? Групповой рейд проверить. Ну, слушай, я как-то пытался с человеком проверить, и его выбрасывало постоянно. Возможно, у него телефон не тащил. Ну, я думаю, что мы просто начнем прохождение. Там тоси-боси за разных персонажей. Я попрохожу, наверное. Я пока придумал только то, что я хочу, наверное, до 10 уровня попроходить за каждого персонажа. Чтобы посмотреть вообще, что, кого и как. А там мы, конечно же, посмотрим. Возможно, наверняка найдутся из аудитории люди, которые захотят погамать вместе, да? Вот. И наверняка, возможно, это будешь ты, кто знает. Возможно, мы с тобой сразу же и проверим, как работает онлайн. Потому что у меня ни разу не получилось проверить онлайн. Я играл только в соло. Но наиграл, по-моему, часов 100, если не ошибаюсь. Но на телефончике. А записывать буду на компе. Но, учитывая, что там кроссплей сохранения в облачном хранилище, то я, наверное, просто обнулю прогресс и начну заново. Тем более, что я уже давно в нее играл и уже забыл. Как там, что вообще? Хоба! Че я взял? О, кубок огня. Да, я играл на джойстике. Вот это, кстати, важно. Я играл на телефоне, на джойстике. На джойстике было очень даже удобно. Так, я вижу, это запчасть для апгрейда. Не знаю, как это выглядит. Что? Чё? А, я прочитал книгу. Неожиданно. А, ткань. Все понял. Еще есть? Хасаним за тканью. Ое. Так, ну и кайф, чё? Ща все апгрейдим, вообще будет капец. Пушка просто выкидывала. Ага. Телефон слаб. Просто у меня телефон не слабый. У меня телефон точно тащит. Вот. Поэтому я сделал вывод, что этого человека, скорее всего, телефон не тащил. Ну, а что делать? Надо, чтобы тащил. Знаете ли, стриминг и вот это вот все дело такое. Не дешевое, не слабое. О, это что? Кусок двигателя? Отлично. Это штука на апгрейд. Еще можно? Отлично, давай. Хасаним до конца. Хорош. Еще можно? А у меня места уже нет. Да? Я вообще прям... Ладно, хорошо, я вернусь. А что-то как-то темно мне. Подожди, стоп. Фонарь можно? Нет, сирену не надо. Сейчас меня ктулха услышит какая-нибудь. Из тумана. О, ты слышал? Я сделал сирену, и мне кто-то ответил. Мне кажется, нам не стоит. Мне кажется, нам не стоит шуметь. Кажется, нам кто-то отвечает из темноты. И кажется, это не очень хорошая идея. Да, мне кажется, я схожу с ума уже. Припаркуюсь-ка я здесь до утра.
Так, а что там, подожди. О. Давай забирай железки. Пока я не спятил окончательно. Все, хорош. Все, я оставил материалы, и я пошел спать. Пока сумасшествие меня не доконало. Так, это и чё? Каюта. Маюта. Ага, это мутация, я взял. Это просто прекрасно, великолепно, замечательно. Вернуться к строителю. А я-то где? А я что, не у строителя сейчас? Или она там осталась? Интересная она, конечно, тетя Мотя. Подзорная труба есть. Ладно, поехали. Аккуратно. Диджей, здорово! Ё-моё! Диджей, ты что не спишь? У тебя аж ночь глубокая уже. Или у тебя уже утро? Отвлекся. Стой. Еще драгу осталось сломать. Хорош. Железки взял. Отлично. Все, запас истощен. Да. Смотришь, Вован. Ну, ё-моё. Ну, спасибо большое. Я озвучивал там как мог. Как просто, как бес. После некоторых озвучиваний, скажу честно, так утомлялся, что прям сразу шел спать. Оказывается... Опа, это что за сос? Я человек простой. Вижу сос, плыву. Так, подожди, этого... Тут у меня места не хватит уже. Это что такое? Это что здесь происходит такое? Я спасен, как я рад тебя видеть, дружище. Ты сильно пострадал, вид у тебя ужасный. Что случилось? Меня выбросило сюда, наверное, 2 недели назад. Море было неспокойное, и тогда волна ударила нас о борт. Меня выбросило в воду и унесло. Думал, команда меня быстро найдет, но твой корабль первый, который я видел за все время. Тебя случаем не мои ребята прислали? Нет. Но они наверняка тоже меня ищут. Дружище, ты не подбросишь меня до Малой Соли? Они находятся в тамошнем... Что? Они заходят в тамошний порт, и я их наверняка поймаю. Поймаю? Давай, я отвезу тебя. В смысле? Для него тоже надо вот такое место. Блин, дядя, ты чё, сдурел? Ща, подожди, вверх ногами постой пока здесь. Блин, ну это надо еще утрамбовать. Но мне железо в любом случае некуда. Я же удочку не могу демонтировать. Могу. Удочка, ну-ка. Давай-ка это. Подожди, вращать. Ага. Так, удочку вращать. Могу я поставить ее? Да, блин, удочка, ну ты чё? Серьезно, что ли? Выбросить? Не, я не могу выбросить эту удочку, она мне нужна. Окей, удочку не выбросить. Так. Та-та-та-та-та-та. А если, допустим, вот так рассую? Вот так. Так. Снять, выбросить. Блин, какой отстой. А как я тебя, дядя, заберу? Ты можешь это самое? К основному здесь можно будет вернуться позже. Давай, это, подожди. Не сикай, сейчас все будет. Слишком далеко. Озвучивать мульт, да, вот видишь, Вован, было бы классно, но что-то пока не это самое, не того всего. Когда-нибудь. Наверное, кто знает. Сиджей вот тут, видишь? Так, подожди, а мне что? Мне вообще куда-то не сюда. Мне вообще куда-то вот сюда. Вон туда. Я вообще здесь заблудился что-то как-то. Так, мне вон туда, правильно? Похоже на то. Мне вон туда. Все, срощ. Я бы с радостью бы, да, поозвучивал бы за какого-нибудь одного персонажа, знаешь, ну... сложно озвучивать всех. И да, я понимаю, что это хлеб скорее театралов, наверное, актеров, которые работают с голосом, работают со звуком, работают с произношением, с дикцией. Они четкие, крутые ребята. И, наверное, это их хлеб. И, наверное, не стоит мне сюда лезть. Но почему нет? Если предложат, я с удовольствием. Я вижу снова какой-то мутантский заход. Вот здесь. Я готов ловить.
Надеюсь, мне... А чё я не могу? А, это глюки мои, что ли? Или это рыба сваливает? А, нет. Ух ты, ух ты. А я могу, смотри-ка. Пам, пам. О, это мутация. Отличность. Зубатый кальмар. Зубатый кальмар на сундук мертвеца. Я забрал, я поплыл. Как говорится, йо-хо-хо, и поплыл Владимир. Шпеус. Так, ну мы привезли целый охренелиард добра. И сейчас будем это все сюда продавать. О, давненько я не видел странный красный цвет. Интересно, что это? А вот это ты заберешь? Забери вот это. Он просто забрал. У меня, кстати, рыбы не так уж и много оказалось. Так, сухой Док Браун. Я могу вот это, кстати. А что за болты? Это металлолом, типа? 2 ячейки удочек. А, ну подожди, железо заходит. Ткань заходит точно. Нужно 2 деревяшки. По-моему, 2 деревяшки у меня есть. Правильно? Мой трюм. А, у меня 2 есть. Ха. Кайф. Как это? А, вот так работает. Хорош. Сухой док. Док-дочок. Ну, поехали, что, я не знаю. Положим. А на одну кнопку можно как-то? Нельзя, понял. 95 рублей. Отлично. Так, вот О, серьезно? А, сетку. Ладно. Так, я вот это вот сразу сюда кину. Оно мне здесь нафиг не надо. А сюда железку сразу кину. Хоп. Красота. Красота, лепотня просто какая-то. 500 рублей будет стоить следующий апгрейд. Так, у нас есть, кстати, возможность еще апнуть вот здесь. Чего-то куда-то, где-то зачем-то. Подожди. Ух ты. Какой-то галогеновый прожектор. Звучит жирно. 275 рублей стоит. Весьма жирно. Так, еще вот такой вопрос. Да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот. Так. А чё я вообще творю? Глубинные пучины, ё-моё, вулканные, ой-ой-ой, мангровые, ай-яй-яй. Так, это что такое? Универсальная удочка. Совмещенная конструкция позволяет адаптировать стиль рыбной ловли. Ай, най-най-най-най. То есть прибрежные и мелководные. Я беру. Я Владимир, я взял. То есть получается, у меня теперь одна удочка ловит сразу там и там. Получается, это нужно еще купить? Вы охренели, что ли? Мангровая прибрежная, вулкан мелководная. Ладно, об этом мы подумаем позже. Да блин, когда я двигатель-то улучшу? Ладно. Так, строитель подождет. Вот это, да, меня интересует? Вот это я хочу очень сильно. 460 рубасов. Это же охренеть какая стоимость. Я бы взял бы ее и вот эту штуку. И это было бы просто пушка-бомба-пулемет. Я считаю. Есть такое? Я считаю, да. Так, ну прожекторы это прекрасно. Тоси-боси, там удочка на тросе, все дела. Самочувствие получше. Спасибо, Сиджей. Самочувствие улучшается. Не по дням, а по часам просто. Вот это бы я скинул, пожалуй. Хотя, какого хрена, наверное, надо это продавать. Ладно. Подожди, а что это такое? Кубок. А мне кубок не надо случайно? Вот сюда. Вот сюда. Так, поговорить, это понятно. Шарманка, кольцо, ожерелье, часы. Кубка нет. Значит, кубок продадим просто так. Строитель. Все готово? Тогда не будем терять времени. Отправляемся. Лай, waiting for you. Тогда я взял тетю Мотю на корабль. Ну смотри, мы сейчас как раз таки отвезем ее туда, а потеряшку заберем туда-сюда. Все, поехали. Правильно? Я правильно говорю? Мне кажется, я правильно говорю. Поехали. Поехали, поплыли. Кого? Не фа, сейчас ночь. Тетя, ты чё, блин, с ума сошла? Ночь на дворе, блин. Ладно, давай что-нибудь поймаем. Вероятно, мы... Да стой ты. На Е. Возможно, мы сейчас что-нибудь поймаем. Либо нам дадут по башке.
тентаклей опасной. Так, какая-нибудь рыба есть? Я кальмара никак не могу поймать вообще. Вообще-то. Сейчас я в что-нибудь врежусь, я тебе говорю, смотри. Где кальмары? Местные вообще, все. Ток. Так, у меня начинает ехать крыша. Я нашел угрей. Ага. Не знаю зачем. Я возьму. Ну, чисто продать. Что теперь делать-то? Что ж теперь, угрей не продавать? Кальмарчика. Ой. А что-то как-то у меня фонарь погас как-то. Это нормально? А, все, нормально. Я включил обратно. Видимо, это нормально. О, кальмар. Отлично. Вот это неожиданно и приятно. И очень даже я возьму. Хорош. Так, ну ты смотри, Владимир повелитель кальмара получается. Просто делает красиво. Раз. Это хардбас и кальмарчик вебибас. А где маяк? Подожди. У меня кубок с собой? А, кубок в трюме. Я могу сейчас, кстати, заплыть и продать сразу. А это что такое? Кто-то гудит мне. Ну, кстати, а чё бы кальмаров не наловить действительно? Раз их так много нынче. А, ну все, у меня больше места нет, я пошел. Нафиг я тетю взял с собой? Нет, в шапке... Нет, ты чё? В шапке потому что в море пошел. Только поэтому. Вот. В море? Нет, на процедуру не ходил. Теперь надеваю шапку просто по приколу. Сказали, классно выгляжу в шапке. Я решил, что... Я поверил. Не стоило. О, кстати, я же могу кальмаров в трюм поскидывать. Классно я придумал. И тетку тоже. Тетка в трюме. Хорош. Так. Давай торговцу вот это вот скинем. Всего-то недорого получилось. Так, ну я тогда чё? Горюющий отец? Отец-вдовец? Давай. Здравствуйте, все в порядке. Тут в округе не было никаких кораблекрушений? Были. Что тут скрывать? Несколько лет назад мой единственный сын погиб в море. И теперь я отец-вдовец. Он все еще где-то там, среди обломков, совсем один, в холодной и темной воде. Мужчина изо всех сил старался сохранить спокойствие, но вы видите, как он подрагивает от горя, что раздирает его изнутри. Скажите, я заметил, что на вашем корабле установлено дражное оборудование. Если у вас получится достать какие-нибудь вещи из его окружения, с места крушения. Думаю, душе сына было бы спокойнее, если бы у меня осталось что-нибудь на память о нем. У него была бронзовая ременная пряжка с особой надписью. Я ее сразу узнаю, если она вдруг попадется. Я буду перед вами в долгу. Так. Что-нибудь странное происходит? Теперь я редко куда-то выбираюсь, так что не знаю, что происходит. Но я помню, каким был наш старый мэр в последние дни перед исчезновением. На него было больно смотреть. Он метался с криками «бросай все обратно», кидал в море все, что попадалось под руку. Он умолял каждого, кто готов... Что? Каждого, кто готов был его слушать. Просто вопил в небо. В последнее время его, кажется, почти... Я его почти понимаю. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Да нет, давай, пока. Ты и так у меня отнял все мое время в жизни. Так, у нас ночь на дворе, а я поплыл. Потому что кальмары, как говорится, сами себя не поймают. А их тут до хрена, я должен всех поймать. О! Это не кальмар, но я возьму. Потому что это дорого. А я, знаете ли... За деньги, да. За деньги, да. Поймал рыбеху, да. Оп. О, это тот еще тип. Опасный, много места занимающий. Блин, давай его в трюм. Надо побольше его поймать. Что-то он в последнее время совсем меня за нос водит. Так, а я уже, наверное... Ночь-то сейчас пройдет. Трюм. Го в трюм, рыбехи-лепехи. Я попробую поймать еще. Хотя, наверное, надо бы уже валить. Я так понимаю, сейчас скат исчезнет. Скат, не исчезай. Ай-яй-яй, молодец. Оп.
Эть. Ать. Хорош. Блин, скот очень много места занимает. Паскуда тварь собака. О, это что, доски? О, я беру. У меня есть место, отвага и безумие. И я взял. Одну, а есть еще. Пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пара-пара-пам. Оп. Это все? Ах, мало. Мало. Мало доски. Я хочу еще немного больше. Так, а можно мне спринт? О, есть. Shift to run. А то рыба испортится еще. Что мы будем делать с тухлой рыбой? А что ты не плывешь? Го. Так, ну сейчас мы, получается, домутим себе рецепт. В конце концов. Так, го в трюм. Вот это вот скидываем. Спасибо. Вот это забираем. Так, сейчас это сразу продадим, получается. Торговец рыбой. Да. А что тебе надо? Не, подожди, этого у меня пока нет. Сейчас я тебе все отдам, не переживай. Не волнуйся за это. Да стой, дядя, я вообще не к тебе хотел. Рыбу пока там свежуй. Так, офигеть, тут кальмаров я наловил, конечно. От души. Оп. Вот теперь точно, да. Вот теперь я готов. Пам. А и ты в трюм положил, дурак. Хорош. 85 рубасиков, нормальный ход. Еще одна. О, поручение? За 2 дня? А, ловушка для краба. Как это работает? Открыть способность ловушка для крабов. Поставьте ловушку для крабов, только не забудьте куда. О. Так это, слушай, это надо еще найти ловушку. Это... Управляйся с ней, дело несложное. Бросишь море в любое место. Через несколько дней, день-два возвращайся и проверь улов. Моим покупателям нужен краб-скрипач, обыкновенный краб. И то, и другое нравится. О, нифа себе, ты чё? За 100 рублей! Пошел ты. Дорого, ты чё? Забирай вот это вот все лучше у меня. А? Красавчик же. Так, вот это вот тоже давай сейчас скинем. А это что? Это же не тухнет, правда? Пусть валяется здесь. А я пока продам. Давай, забирай. Хорош, у меня есть 570 рублей. Кстати, я могу купить удочку, скорее всего. Подожди, а сколько ему крабов надо вообще? А, подожди, рецепта нет. Блин, 100 рублей дорого. Мне просто интересно, если крабы еще дороже стоят, то это было бы неплохо. Так, а у нас на что-то дерева не хватало? Где-нибудь вот здесь. А, ну здесь нужно не только дерево. Ну и то верно. А, и вот здесь. Хорош. Красиво идем. Нужно еще дерево и ткань. Так, ну все, мы можем валить, я думаю. Отседа. Соответственно, нам надо куда? Так. Базальтовый остров вроде, да? Вроде прямиком направо, если не ошибаюсь. Пряжка строителя на Стальной мыс. Стальной мыс. Мутации, все понятно. Стальной мыс. А зачем? Реально на Стальной? Вроде бы да, ладно, окей. Тогда двигаем на Стальной. Да, все вижу. Мы стыдыс. Полетели. Блин, ну я хочу поскорее глубоководную себе удочку, чтобы китов ловить. Так. Тетя, получается, сейчас сразу сюда. Шпяус. Я же забрал ее, правда? Подожди. Я тетю из трюма не забрал?
Я тетю из трюма не забрал. Это я молодец просто. Ладно. Придется сделать крюк. Некий неприятный. Ну ладно, может что-нибудь подсоберем. Етить колотить, это что такое? В последний момент увернулся, вау. Уходи, водоворот. Ты что творишь? Да-да, поехали, дядя, я готов. Теперь давай кверх ногами. Извини, у меня такие условия на корабле. Все, кто со мной едут, только кверх ногами. Так, я поехал вот сюда, пожалуй. Какие-то просто аномалии. О, дерево, кста, отлично. Так, да, меня ломать не надо, ты чё? А чё, так можно, блин? Он просто вот так вот взял, подплыл и дал мне маху. Красота. Кстати, вечереет. Кстати, очень неудачно вечереет. Как бы нам сейчас дядю случайно не утопить во всех этих причудливых морях. Интересно, а шифтовать сейчас безопасно вообще? Так, ну вроде бы... Ага, я понял. Так, вот здесь может сейчас возникать камни перед лицом. Было бы не очень хорошо. Так. Опа. Да, не, нормально приплыли, чё. Практически без происшествий. Боже мой, ты как выжатый лимон. Ты же помнишь, как важный хороший сон, правда? А, я, кстати, мало спал. Я всегда говорю, что для хорошей работы важен регулярный перерыв. У нас крыша едет еще быстрее, если мы не спим. Большая соль. Подожди, я же дядю привез, правда? Он же у меня. Ну вот он, дядя, и чё? А куда мне его нужно положить? Это, наверное, вот здесь стоит посмотреть. В малую соль? Малая соль. Окей. А я в большой соли, я понял. Давай поспим на всякий случай. А то так действительно можно, и это самое, того всего. Давай чини мою каюту. В конце концов. Так, я пока ничего не хочу, да? О, нет, хочу, кое-что хочу. Вот это я хочу снять. Это я хочу прям продать. Это мне прям не надо. И вот это получается тоже мелководье, да? Мелководье приобрел. О, ну и все, что-то. Давай пока. Вот это я покупаю. И сразу ставлю. И все. И теперь у меня одна удочка ловит вообще все сразу. Все, что хочешь. Теперь осталось 410 рублей найти вот на эту штуку. И вообще будет бомба-пушка. Так, что хотел? Сухой док. Отдать деревяшку. Пожалуй. Во. Класс. Просто супер. Конюшечку бы одну. Всего лишь. Навсего. Так, подожди, у меня тетя в трюме, правильно? А надо, чтобы она была не в трюме. О. Все. Валим. Отседа. Получается малая соль. Малая соль это прямо. Ага. Няу. А можно мне лампу погасить? Спасибо. Поехали. Куда-то сюда. О, цивилизация, как я скучал по твоей фоне. Не думал, что когда-нибудь это скажу. И чё? Он поворачивается к вам, и для того, чтобы спасенного... Что? Для только что спасенного он выглядит мрачновато. Ты сам, наверное, понимаешь, что платить мне нечем. Так вот, но вот теперь он не представляет большой ценности. Что? Но вот он теперь не представляет, по крайней мере, для меня. А тебе, возможно, загодится. Кто?
Он снимает левый перстень перчатку и кладет на ладонь. О, Лайла. Давай. Давай, дружище, попутного ветра тебе. А не нужно ли было мне это украшение? О, 90 рублей, нормально. Нормальный пес. Не нужно ли мне это для миссии, например? Чего? Пряжку с подписью? А, это понятно, подожди. Заказ на рыбу. То есть эта штука чисто вот так вот. Чисто оплатили мне, да? Хорош. Ну, насколько я понимаю. Да? Я богач? Нет, я не богач. Я пошел. Получается, вон туда. Говорят, там вроде бы тоже будет меня как-то она улучшать. Да, тетя это? Я надеюсь. Я надеюсь, это все неспроста. Классно она, конечно, уплыла от цивилизации. Да, да, это мне и надо. Спасибо, друг. Дай мне немного времени, пока я тут все обустрою. Будет желание, и я тебе буду всегда рада. Она открывает свой ящик с инструментами и достает горстку деталей. Ну вот, они мои лишние, тебе лишними не будут. А мне не нужны. А, ну окей, я пойду прокачиваться, кстати. Довольно-таки очень даже сильно. О. Так, я могу движок, да? Скорость будет весьма себе. Могу ловушки. Срок службы 3 дня. 5 дней. О, я могу все ловушки тут прокачать. Ну как все? 2. Эту и эту. А могу докачать что-нибудь вот из этого, кстати. Мелководные вулканы. А мне мелководные не надо. Мне надо вот это. Охренеть, конечно. Вот это да. Вот это жир. Получается, надо вот это сначала качать, потом вот это. Жестко, 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 жестко. Блин, двигатель тоже надо, черт побери. Давай на двигатель все-таки. В конце-то концов. Так, и там вот такой нужен вроде, да? У нас вот под такое уже появилось место на корабле. Собственно. Поэтому, наверное, да. Наверное, так мы и сделаем. Так, ну я валю тогда, чё? А что мне надо? Мне нужно ловушки, мне нужно крабов ловить. Получается, в любое место, вроде как я понял, можно поставить. Так, базальтовый остров, малая соль, большая соль, стальной мыс. О, можно стальной мыс сплавать. По приколу. Там нас вроде бы не было. Гуди-уди. Я не знаю, так бывает, YouTube бывает глючит, но у меня гуди сейчас. Если он следующее сообщение напишет, вполне вероятно, у тебя он тоже станет гуди. Иногда чат глючит, не знаю почему. Так, ну го вокруг поплаваем, исследуем. Что здесь вообще есть? Нам нужны запчасти, нам нужна ткань. Насколько я помню. Ну а там дальше капец чего еще. А тут что-то вообще нет нифига. А, о, есть корабль. И чё, и чё, и чё? Вы приближаетесь к настоящему на якоре кораблю. Видно, что здесь кто-то есть, но встречать вас не торопятся. Ау! Почти сразу же за дверью почти сразу же в двери открывается узкая заслонка. В вас впивается пара безумных глаз. Кто здесь? Рыбак. Чего тебе надо? Просто проверял, если тут все у всех все в порядке вообще. Чат глючит за большой... Да, это точно. А что по мне не скажешь, что я в порядке? Какой там порядок? Мне нужно достать эту посылку в малую соль, но на меня охотятся. Гигантский левиафан рыщет по местным водам, а я его видел прямо под кораблем. Он замер и попасть... и пасть свою разинул. О. Если бы я умчал на всех парах в мелководье, он бы там точно сожрал меня. И корабль со всеми потрохами. Дальше я мимо этих проклятых островов идти не собираюсь. Я могу доставить малую соль. Правда? Давай. Доставлю, да. Так.
Посыльный проталкивает через щель помятый коричневый сверток. Когда вы берете его в руки, он слегка хлюпает. С одного края сочится темная жидкость. Спасибо, добрый человек. Передай это докеру из Малой Соли. Не знаю, что там. Да, и понимаешь, звучит безумно. В общем, мне кажется, иногда оттуда доносится едва слышный шепот. А живой товар я перевозить не могу. У меня для этого условий нету. Так что, ну, просто осторожней с этой штуковиной. Ах, да. И вот заодно возьми вот это. Что это? Снова продаю на эту книгу, которая с глухим стуком падает на палубу. Вы подбираете. Как станет поспокойнее, сразу сниму с якоря. Давай, в добрый путь. Так, он дал мне книгу, да? Опять для чтения? Правильно? Ага, вот эту. Сила тела и разума. Неплохо, неплохо. Так, мне нужно место крушения. Срочно. Мне нужны запчасти. О! Драгоценное кольцо. Это здорово. Хорош. Че я взял? Разбитый монокль. Прекрасно. Сойдет. Так, а можно свет включить? Спасибо. И да, вот это тоже. Это тоже я, конечно же, возьму. Да, блин, одни украшения. Мне запчасти нужны. Какие еще украшения? Так, цепь. Цепь это вообще шлящ, если не ошибаюсь. Абсолютно бесполезный. Так, малая соль, большая соль, это все классно. А что это, подожди, корабль какой-то вон плывет, смотри. Говорят, корабль это глюк. Вполне вероятно, что в этот раз так и будет. Что это глюк, это не корабль, его не существует. Он нас увидел, кстати. Меня это немного пугает. Я боюсь, там сейчас придется уворачиваться. Черт побери. Я пошел. Это гигантская рыба. Что происходит? Рыба, ты че, уходи. В смысле, он ранил наш корабль? Я не заметил. Кстати, надо на 2 деления ранил так-то. Надо валить. Желательно не убиться здесь. Было бы класс просто. О май гад, о май гад. Давай, дядя, успокаивайся. Так, а где там маяк? Маяк вот. Маяк Акопян. Можно половить что-нибудь, да? Как раз, может быть, пропустим ночь. Таким образом. Блин, поломали мне корабль. На 2 куска. Где это? Так, уже класть некуда, да? Супер. Супер. Половил, блин, рыбу. Владимир, получается. 3 часа ночи. Так. Спокойно иди. О, вижу особенное место. Здесь будет чудо-угорь. Хорош. О, рыб-мутант. Это меня устраивает. Так, можно еще одного поймать, кстати. Хорош. Все, больше места нет. Местов нема. Я пошел. Так, ну уже 5 часов утра, кстати говоря. Уже поди сейчас. Должно быть поспокойней. Ночью здесь что-то происходит. Внезапно холод пробирает вас до мозга костей. Так, и перед глазами возникает видение. Город Большой Соли охвачен огнем. Маяк лежит в руинах, его свет погас. Позади высасывающего все соки из мира вихря небо заливает красное зарево. Еще раз можно? Камень лежит перед вами, та-та-та-та-та. Так я же уже это делал. Ага. Так, охвачено огнем. Ну-ну-ну. Ага. А, ну понял. Так, ну хорошо. Видение посмотрели. Какого хрена, рыба, уходи! Офигеть! А что это такое? Уже же утро. За что, рыба? Мне полностью поломали все. Но я не тону. Это радует. Могло бы быть и хуже. Зачем эта рыба-мутант пришла? Уже же утро. Это читер. Читеры на сервере. Ненавижу. Так, места нет. Воу. Давайте без магии, эй.
Уже день, я плыву спокойно. Птицы тащили угря? В смысле, птицы, идите отсюда. Не фасоби. Я пошел спать. Ну классно. Хоть не мутанта стащили. И то радует. Это мне не нравится. Так, ну хорошо. Мы, получается, с большой соли. Нам на самом... Что-то проползло в мой трюм. У меня рыба заразилась чем-то. Да я поплыл уже, ну, на всех, на всех одном поломанном весле. Так, торговец рыбой. Ты видел, что здесь вообще происходит? Почему-то нам перестали давать эти самые бонусы из вот таких вот рыб. Такое чувство, как будто я что-то неправильно делаю. Так, трюм трюмом, это все прекрасно. А что, кстати, подожди. А, нифига у меня нету. Давай, чиниться срочно. На 90 рублей. Так, ну и все. Получается, мы валим в малую соль. Доставляем сразу записку. Ну... А, подожди, я сейчас так-то не выспанный, да? Там тогда и поспим, короче. Я думаю, до туда мы доплывем без происшествий. Я, наверное, не выспанный, поэтому меня глючит так сильно. Это печально. Это неприятно. Да и стрим уже пора завершать. Ты видел, сколько времени прошло? 2 часика. А мы-то обычно стримы делаем по 2 часика. Чтобы можно было пересмотреть потом. В конце-то концов. Так, подожди, я что сюда пришел? А, докер, все правильно? Во. У меня есть для тебя посылка, докер. Посылка? Ого, какая увесистая. Ну-ка, что там? Он берет большой сверток, осторожно его ощупывает, затем подносит к уху и прислушивается. Кажется, он доволен. Большое спасибо, друг. А теперь извини и пожалуйста. И пожелай мне удачи. Удачи. Он разворачивается и быстрым шагом уходит к причалу. С причала. Ничего не сказав, даже не заплатив. В смысле, серьезно? Вы охренели, что ли? Кто платить мне будет? Так, постоянный клиент. Да, это я. О, он берет из стопки на столе пергамент и передает мне книгу. Класс. Ну, класс, класс. Получается, у меня есть еще одна книга. Да? Сара Дайсон, hi, how are you? Stream in Russian language. Sorry. But my English very well. К сожалению. Так, я что-то читаю вообще, да? Нормально я так сплю. Сара, ну... я не знаю, что сказать. What can I say? In Russian language. And that's all. Так. У меня со здоровьем что здесь? Все в порядке? Каюта, у меня что здесь? Что-то читается? Да, я в Польше уже 2 года почти. Не, ну что-то у нас, кстати, читается. Так-то мы молодцы. А что у нас вообще по этой самой? Нет. Да. Осталось краба поймать, пряжку соли, найти пряжку около малой соли и реликвию найти. Так, но я отправляю... подожди, я сейчас на малой соли как раз таки, да? Да, это малая соль. Поэтому как раз таки к следующему стриму точнее на следующем стриме, мы начнем уже вот здесь в The Little Salt и найдем what we want. Все ссылки в описании под стримом. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram, Discord. Тоже не забывай. Если хочешь поддержать канал финансово, то у тебя есть такая возможность через супер спасибо, через спонсорство. Будет у тебя значочек рядом с никнеймом. И что? Ну и что? И буду иногда отдельно от всех делать спонсорские какие-то обращения, не знаю, какие-то штуки, какой-то контент. Пока спонсоров у меня нет, но если ты хочешь, то я тебе скажу огромное спасибо. И до встречи на следующем стриме. Пока.